Привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить бездрожжевые ПП-куличи. Очень нежные и сочные, с начинкой из кураги, грецкого ореха и апельсиновой цедры. Кроме того, я научу вас делать два вида глазури – творожную и глазурь маршмеллоу. Это очень вкусно! И украшу куличики двумя способами. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Яйца, йогурт, мука цельнозерновая, сухое молоко, подсластитель, разрыхлитель и соль. Для творожной глазури нам понадобится мягкий творог, сироп топинамбура и сухое молоко. Для глазури маршмеллоу нам понадобится сироп топинамбура, вода и желатин. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. У меня будет еще много вкусного и полезного. Сразу приготовим начинку. У меня это наивкуснейшее сочетание кураги, ее здесь 160 грамм, грецкого ореха, примерно 40 грамм, и апельсиновой цедры. Отделяем цедру с помощью терки. Орешки рубим ножом. Курагу тоже измельчаем. Могу подсказать вам еще вкусные сочетания. Например, изюм, ваниль и цедра лимона. Или чернослив, миндаль и кардамон. Для теста понадобится 4 яйца и 280 грамм йогурта. Немного перемешиваем. И отдельно подготовим сухие ингредиенты. Мука, 140 грамм пшеничной цельнозерновой и 35 грамм кукурузной. 100 грамм сухого молока, 16 грамм подсластителя, 20 грамм разрыхлителя и 3 грамма соли. Соль сразу добавлю к жидким ингредиентам. Смешиваем все сухие ингредиенты. И желательно просеять муку через сито. Так мы легко избежим комочков и тесто получится пышнее. Размешиваем тесто. Теперь это очень легко и быстро происходит. Выпечка на йогурте получается очень нежная и мягкая. Попробуйте приготовить, и вы поймете, о чем я говорю. И выкладываем в тесто заранее подготовленную начинку. Духовка уже разогревается до 175 градусов Цельсия. Вмешиваем начинку. Выпекать я буду вот в таких одноразовых формах. Они обычно перед Пасхой продаются в супермаркетах комплектами по 3 штуки разного диаметра. Они удобны тем, что в них можно перевозить или хранить куличики, и они легко снимаются, просто отрываются. Указанного количества теста хватит на 2 формы диаметром 9 и 11 см, либо на одну форму диаметром 13 см. Я заполню тестом формы на весах, чтобы вам был виден вес. Примерно 560 грамм в форму 11 см и 385 грамм в форму диаметром 9 см. Можно и повыше заполнить, если у вас тесто получилось больше. Это тесто не поднимется очень высоко. Отправляем выпекаться при 175 градусах Цельсия на 50-60 минут. Теперь приготовим творожную глазурь. 30 грамм мягкого творога, 6 грамм сиропа топинамбура, можно использовать и сухой подсластитель, и сухое молоко. Сухое молоко добавляем постепенно, достигая наилучшей консистенции. Я добавляла несколько раз по столовой ложке. Суммарно получилось 45 грамм сухого молока. Мне нравится такая консистенция, при которой глазурь лежит шапочкой на куличе. Вот как она выглядит. В холодильнике глазурь еще немного загустеет. Если вы хотите, чтобы глазурь стекала подтеками, сделайте чуть пожиже. Для этого сухого молока должно быть меньше. Ненадолго убираем глазурь в холодильник. Итак, наши куличи испеклись и остыли. Снимаем бумажную форму. Сначала бортики, а потом дно. Я уже достала творожную глазурь из холодильника и приготовила разноцветные посыпки. Посмотрите, глазурь еще немного загустела в холодильнике.
Наносим ее на куличик шапочкой. Я постараюсь красиво ее распределить лопаткой. Этой глазури как раз хватит на один средний кулич. Для второго кулича я покажу вам, как приготовить глазурь маршмеллоу. Сбоку местами творожная глазурь образует крупные подтеки. Для посыпки у меня будет сублимированная клубника, тертый шоколад без сахара и молотая фисташка. Посыпаем все по очереди. Кое-где у меня будут более зеленые места, где-то более коричневые, по центру больше клубнички. Мне кажется, так получится красиво. Вот такой яркий, вкусный и полезный куличик получился. Его лучше хранить в коробке или контейнере. Итак, для глазури маршмеллоу замачиваем 5 грамм желатина в 25 граммах воды и прогреваем его до полного растворения. Переливаем в стакан для взбивания. А в ковшик наливаем 100 грамм сиропа топинамбура и доводим его до кипения. Начинаем взбивать желатин и прямо горячий сироп переливаем в стакан для взбивания. Выливаем все до остатка и продолжаем взбивать. В процессе взбивания смесь должна побелеть. Я специально решила взбивать ручным миксером, чтобы убедиться, что он справляется с этой задачей. Взбивание у меня заняло 5 минут. Вот такая консистенция через 3 минуты взбивания. Можно уже на этом остановиться, если вы хотите стекающие капли глазури. Если же вам больше нравится глазурь шапочкой, то продолжаем взбивать еще примерно 2 минуты. У вас время может отличаться, и если вы видите, что глазурь уже очень густая и миксеру трудно взбивать, то пора остановиться. Смотрите, глазурь густая и тягучая, можно приступить к покрытию. Освобождаем кулич от формы и немедля покрываем его глазурью, так как она имеет свойство довольно быстро застывать и превращаться в настоящий маршмеллоу. Этой глазури хватит на 2-3 средних куличика. Аккуратно распределяем и украшаем. Здесь я сделаю украшение из апельсиновых чипсов, крошки фисташки, орешков и ПП шоколада. Вот такой кулич получился. Эта глазурь имеет глянцевый блеск и не заветривается со временем. Единственное, она немного липнет к ножу при нарезании. Чтобы этого избежать, посыпьте нож крахмалом. Посмотрите, как еще можно украсить куличи. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и отличного вам дня!